народные деньги, то есть деньги бюджета, тратились на укрепление этой системы. А этот закон, конечно, об укреплении этой системы. Я уже много раз говорил с этой трибуны, и последние события это всячески подтверждают, что система, сложившаяся взаимоотношений между властью и обществом, она антинародна. С моей точки зрения, в стране сложилась диктатура карателей. И, конечно, поддерживать эту систему народные настоящие депутаты не могут. И это, с моей точки зрения, совершенно очевидно. Но проблема в том, какая система, что она как бы требует, какие качества человеческие требует сегодня. Вовсе не профессионализм, не компетентность, не честность, не умение открыто высказывать свою позицию. Нет. Система требует от людей приспособленчества, троемыслия, подхалимства и так далее, стукачества. И это проблема. И вам скажет об этом, если бы мог честно и смело говорить, любой чиновник. И в этом проблема, что система построена таким образом, что в людях все время как бы воспитывает отрицательные качества, такая отрицательная селекция. И в этом смысле все же, наверное, помнят старый советский анекдот, классический, про сантехника, что не в кране дело. Систему надо менять, так и здесь. Поэтому я считаю, что сейчас, когда из крана вот нашей системы течет ржавая вода, если можно так выразиться, оттуда течет и ложь, и кровь, и яд, все, что хочешь. В этой ситуации, конечно, нужно говорить об изменении системы. И в этом смысле, еще раз повторю, я буду голосовать против закона, который эту систему всячески поддерживает. Кроме того, уважаемый Вячеслав Серафимович, вот вы все время говорите правоохранители. В этом и разногласие наше с вами. И не перестаньте по этому поводу, пожалуйста, выключать вашим оппонентам микрофоны. Но вы считаете, что они правоохранители. А я, видевшись своими глазами, считаю, что они каратели. Ну, Вячеслав Серафимович, я так считаю. Прекращайте. Я так считаю. Оскар, вы так считаете? Да, я так считаю. И так считают миллионы Это защитники. людей. Так считают миллионы. В том числе и нашего. Да. Да, это защитники. Защитники воров и коррупционеров и убийц. В этом смысле, конечно. Я вам делаю замечание. Еще прозвучит оскорбительное слово. Я вам делаю замечание. Понятно, да? Понятно. Какое слово не надо тут мне говорить? Вы услышали меня, да? Даже повторять не надо. Какое слово я должен вам повторять? Я его не собираюсь повторять. Я вам делаю замечание. Хорошо. Я, правда, не понял, какое же слово является оскорбительным, но я хочу проиллюстрировать, коллеги, свой тезис примером, который вы все отлично знаете. Вячеслав Серафимович, пожалуйста, послушайте, это важно. Вот вице-губернатор Евгений Елен. Типичный представитель этой системы, человек, бывший министром. Я сейчас не о профессиональных качествах. Вот вы вспомните, что он совершенно прям всему городу сказал 9 декабря. Я цитирую. «Насилие – обязанность полиции». Вы понимаете? Коллеги, в законе о полиции написано, она предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Но вице-губернатор Елен прямо говорит, забудьте, что там написано в законе. Я вам честно говорю. Возмущенные граждане пишут мне, как же так? Надо требовать недоверия этому вице-губернатору. Так, присаживайтесь, Борис. Максим Ильич, присаживайтесь. Вы закончили. Ну давайте, завершайте. 15 секунд. Вячеслав Александрович, это важные вещи. Вот Елен произнес то, что у них на уме. Да Елену не недоверие надо объявлять, а благодарность за то, что он открыто и честно сказал людям. Не нравится? Ну и заткнитесь. А кто не хочет, для вас есть у нас Росгвардия, ОМОН, опричнина, жандармы, суды, а если потребуется, то и яд. Вы поймите, что мы уже семимильными шагами двигаемся в сторону Беларуси, где вообще нет парламента. И там идет просто гражданская война. Вы хотите, чтобы было так? Поэтому парламент должен устраняться. Должна быть немедленно создана парламентская комиссия, где будет и Купченко, и Вишневский. Пускай они лучше там выясняют отношения, чем ОМОН дерется с людьми на улицах. Но вы что? Для чего вообще нужен тогда парламент? Вячеслав Серафимович, почему вы мне затыкаете рот? Что, это не важно? Да это наш долг сейчас, предотвратить гражданскую войну. Вы говорите, нет в Петербурге протестной повестки. Но это же не так, зачем же обманывать себя? Все есть. Послушайте, я сказал, вы мои слова, не было протестной повестки. Не было протестных действий. Да. А сейчас пытаются затащить ее сюда. И поэтому власть должна чувствовать ответственность, в том числе и законодательная власть, за это. Я понял, Вячеслав Серафимович, очень жаль, что вы не слышите моего предложения, и очень жаль, что, по всей видимости, вы продолжите путь по уклонению парламента от серьезных вопросов. Когда-то надо что-то замылить, давайте создадим комиссию. Это всегда так принято. Значит, очередную. Я говорю о механизме парламентского расследования. Кто вообще принимал решение? Кто эти стратегии великой операции и двойной облом? Вишневский, выходите. Уважаемые коллеги, фракция «Яблоко» хочет заявить, что в этом зале более четверти века принимаются законы. Но в последние 1,5 недели Петербург перестал быть зоной права
и стал зоной бесправия. Жестокие задержания мирных граждан, избиение женщин, применение электрошокеров, демонстративное унижение граждан, и это в ответ на мирный протест, право на который гарантировано Конституцией. Недопуск адвокатов, многочасовые задержания инвалидов по зрению и матерей маленьких детей, отказ предоставлять депутатам информацию, игнорирование любых указаний на нарушение закона, с наглой ухмылкой полиция, если недовольны, можете жаловаться. Понятие прав человека также перестало существовать, как и понятие закона. Скоростное расправосудие, ночные суды, видимо, судить будут скоро прямо в автозаках, организовав судебный отсек, ночевки десятков людей в автозаках, пыточные условия в отделах полиции. Это Петербург 21 века. При президенте Путине и губернаторе Беглове. При губернаторе, который неделю оглушительно молчит, а потом заявляет, что усиленные меры безопасности были приняты, когда началась массовая прогулка. При том, что город стал напоминать захваченный чужими за сутки до начала этой прогулки. Это очевидная операция устрашения общества. Запугать, чтобы замолчали и тихо сидели дома, показывая на кухне фигу в кармане. Только не получится, потому что идея перемен становится преобладающей. Так дальше жить нельзя, как говорили в конце 80-х. Я хочу вам напомнить, что тогда люди выходили на улицы не за то, чтобы Ельцин был вместо Горбачева, а за то, чтобы сменилась политическая система, чтобы не было руководящей роли КПСС, чтобы были многопартийность и свобода слова, честные выборы и конкуренция. И система сменилась, хотя потом и стала во многом возвращаться к прежней. Сегодня эта система отвечает на общественные протесты только репрессиями. Нет иного способа говорить с людьми, у бывших нижних чинов Комитета госбезопасности и мелких чиновников Ленинградского исполкома и Питерской мэрии. Она не знает его и не хочет знать. Более того, она намеренно показывает, что отвечать на протесты она будет только насилием и злобно-радостным унижением человеческого достоинства. И еще большим усилением власти несменяемого лидера. Власть не помнит, чем 100 лет назад завершился курс на укрепление самодержавия, которое стало ненавистно подавляющему большинству. И когда оно начало рушиться, никто не стал его защищать. Я хочу вам сказать, что нынешний протест уже не просто за Навального, приговор которого имеет такое же отношение к правосудию, как Соловьев к журналистике или Захарова к дипломатии, и должен быть отменен, как и другие приговоры политзаключенным. И протест уже не просто против Путина. С этим еще можно было бы справиться, отпустив Навального и заменив Путина на преемника очередной рокировочкой. Это протест против системы и протест поколения против системы. И в этом противостоянии система всегда обречена. Перемены неизбежны, и остановить их не удастся, как не удалось 3 десятилетия назад. Спасибо.